Приветствую вас, мои ласточки! Снова с вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы будем говорить об очень такой интересной тактике, которую занимают женщины, которые устали от разочарований в отношениях. Они говорят: вот пусть мужчина сам меня найдет, я не буду ничего делать для этого, вот пусть сам он меня найдет, а потом я буду выбирать. И женщины уверены, что вот так они застраховались от ошибок, от разочарований, от того, что им будут попадаться фиг знает какие мужчины, с которыми невозможно строить отношения. Вот он ее найдет, она повыбирает, а потом будет ей счастье. Но чаще всего эта тактика ведет в никуда. Куда она ведет, сейчас разберемся. Как сделать так, чтобы что-то поменялось, я тоже расскажу. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, почти 20 лет работаю с женщинами. Подарочек для вас на моем сайте ладная.я.ру лежит в описании этого видео. Переходите по ссылочке, а ссылка на сайт, кстати, вот. Переходите по ссылочке, забирайте подарок и улучшайте свою жизнь. Если вы еще не подписаны на канал, красная кнопка, жмем, подписываемся. Лайки, комментарии, любит YouTube, я их тоже очень люблю, поэтому ставим, будем вежливыми. В чем же ошибка этой тактики? И почему женщина выбирает себе? Ну, во-первых, страшно разочаровываться, поэтому кажется, что это самый короткий путь, как себя застраховать от разочарований, я не буду ничего париться, я не буду ошибаться, я сведу к минимуму вероятность ошибки в своей жизни. Вот пусть уже побегает, пусть уже покажет, что а я уже потом подумаю, стоит ли, надо ли, ля-ля-ля, тополя. Заканчивается это тем, что у женщины, которая сделала для себя вот такие выводы, чаще всего очень короткие эмоциональные отношения, такие качели, знаете, из огня до в полымя, туда-сюда, из жары в лед, из льда в жару. Вот такие попадаются мужчины, она с ними влетает в эти отношения, они быстро достаточно заканчиваются, либо потому, что она говорит: нафиг, не могу я это больше терпеть, либо потому, что мужчина исчезает. И все, и отношений нету. И она говорит: все, сижу, жду, пока появится следующий принц, и я буду выбирать, стоит ли не стоит. На что себя обрекает так женщина? А женщина себя обрекает на то, что выбирать она должна только из того, что само прибило к берегу. А чаще всего приплывает, вы сами знаете что. Ничего хорошего, на букву О заканчивается, потому что оно плывет, и оно готово прибиться куда угодно. Пошлют, ну фиг с ним, не пошлют, ура, я уже в выигрыше. И вот по такому принципу они активны, они всегда приплывают, они готовы соревноваться, участвовать еще в чем-то. Ну им просто нравится вот быть всегда на виду и нифига не делать. И что получается? Вот оно само прибило к берегу. Оно яркое, интересное, фантик вроде шуршит, да? Что-то делает, казалось бы. И у женщины откликаются эмоции. И что? Она начинает сама себя уговаривать, ну вот уже хорошее. Начинает сама выискивать в нем, за что можно потерпеть, за что его можно выбрать. Но все равно же уже она уговаривать себя начинает сама. Ну никто ж не приплывала, никого ж не прибивала к берегу. Уже ладно, фиг с ним, плохонький, да свой вот эти вот уговоры, как у бабушек, у наших, начинаются. И что? Она соглашается на отношения с человеком, который ей вообще по типажу не подходит. А почему? А потому что только это приплыло к берегу. Не из кого больше выбирать. И такие женщины ходят и пишут мне часто очень в комментариях: Алла, из кого выбирать? Выбирать не из кого. Конечно, если вы ждете, пока к берегу прибьет, выбирать вам будет только из того, что прибило. А прибивает чаще всего, мы знаем, то, что заканчивается на букву О. Что делать? Возникает вопрос: а что делать? Отношений-то хочется. И вот здесь краеугольный камень. Надо выбирать не из того, что к берегу прибило, а посмотреть немножечко вглубь себя и задать себе один простой вопрос: а чего я хочу? Потому что тогда, когда вы задаете себе этот вопрос, очень хорошо из него начинает прорисовываться. Чем подробнее вы на него отвечаете, тем ярче, конкретнее прорисовывается тот типаж мужчин, с которым вы действительно можете строить хорошие отношения. И чаще всего эти мужчины не те, кого к берегу прибивают каждый день. И тогда получается,
Что, зная свой типаж, вы уже вот на это, что прибило к берегу, которому пофигу, кто его пошлет, или хорошо, если согласится, вы на него даже внимания не обращаете, не тратите времени. Но вы начинаете тех замечать мужчин, которые вам по типажу вашему, по вашим желаниям подходят. И что получается тогда? У вас пропадает страх, что я сейчас покатаюсь на этих качелях и меня выкинет. Что я опять буду в просадке, что мне опять будет тяжело. Вы без этого страха идете в отношения. С вами есть в контакте мужчина, который в принципе настроен на то же самое, чего и вы ждете от отношений. То есть вы два человека, которые готовы делать то, что для них важно. А если вы два человека создали то, что для вас важно, то вы оба и дорожите этим. То есть шансы на то, что ваши отношения будут долгосрочными, комфортными для вас и счастливыми, возрастают до небес. Мои хорошие, а стоит ли тогда придерживаться вот этой вот тактики, пусть оно меня найдет, потому что даже он сказать язык не поворачивает, а потом я буду выбирать. Давайте вы будете выбирать правильно. Не из того, что к берегу прибило, а из того, что вам важно и нужно. От всей души желаю вам счастья. Если хотите со мной поспорить, давайте топать в комментарии. Кстати, поставьте лайки. Вы подтвердите, что на эту тему стоит еще снимать. А то вдруг вам не интересна эта тема, а я тут распинаюсь. Пишите свои возражения, пишите свои комментарии. Если вы уже точно знаете, у вас есть такая история и готовы поделиться, делитесь своими историями, где вы поменяли тактику и получили то, что вам сердцу любо, и долго и счастливо. Мы с удовольствием порадуемся вашему счастью и поддержим вас в вашем выборе. С вами была Алла Касаткина, а мы встретимся в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки.